Здравствуйте, уважаемые зрители! Я снова с вами в прямом эфире. Тема нашей сегодняшней передачи «Путь к бессмертию». Я постараюсь вам максимально раскрыть эту тему. И вначале хочу вам рассказать свое внутреннее состояние перед тем, как я занялась процессом развития человечества. Я всегда знала, что человек может быть бессмертным. И я всегда знала с детства, что, живя правильно и развиваясь, человек может прийти к определенному величайшему высшему состоянию. Это бессмертие. И когда я готовила программу своего труда, своего служения для человечества, первая задача, которая стояла передо мной, и самое заветное желание было, это привести человека к бессмертию, сделать все, чтобы люди жили вечно. И разобравшись с этой тематикой, создав систему работы с людьми, вот уже более 10 лет я провожу эту работу. И сегодня я хочу поделиться с вами всеми секретами, всем состоянием, всем процессом подготовки к бессмертию. Конечно же, за этот час нашей с вами работы рассказать все и в подробностях невозможно, но я буду стараться сделать все, чтобы как можно больше дать вам ценнейшей информации. Да, друзья мои, для многих людей тема бессмертия – это выдумка и сказка. Но для меня это очень серьезный труд и очень серьезная подготовка, подготовка самого жизненного пути. Сегодня, друзья, я расскажу вам об этапах бессмертия и, конечно же, о завершающей фазе подготовки, состоянию, который дарует человеку и раскрывает перед человеком путь к бессмертию. Для того, чтобы понимать эту тему, да и вообще для того, чтобы поверить в бессмертие и осознать этот процесс, нужно как минимум понимать и осознавать природу самого человека. Нужно понимать его целостное состояние, нужно знать его параметры и возможности сознания, нужно понимать и осознавать возможности самого человека, то, кем является человек, какова его глубинная природа, когда был создан человек, каковы были процессы эволюции, становления человеческого сознания, и когда это закончится, и главное, чем это закончится для человечества. То, что было, то прошло, друзья мои, но вот в будущем человечество, тех людей, которые продолжат свою эволюцию на этой планете, на других более развитых планетах, ждет как раз это бессмертие, ждет вечный процесс жизни. Да, друзья, от человечества потребуется очень серьезный скачок, очень серьезный шаг правильной духовной эволюции сознания человека, который приведет человечество к пониманию самого себя и, главное, управлению собой и своей жизнью. Сейчас я занимаюсь этим трудом, насколько это возможно в это очень сложное и непонятное время для человечества, для людей. Но хочу вам сказать, что многие люди понимают и осознают уже этот процесс в реальности. А ведь в жизни происходит именно то, во что вы верите. Происходит именно то, что вы считаете реальным. И многие люди, понимая, что бессмертие существует, готовят себя к этому великому тайному процессу вечного бытия, вечной жизни. Итак, друзья мои, что же такое бессмертие для человека, который живет сейчас на физическом плане? И возможно ли в физическом теле, в физическом состоянии достичь состояния бессмертия? Изначально, друзья, когда готовилась жизнь, зарождение жизни на этой планете, был создан план
по эволюции животного, растительного мира, и как высшая стадия завершения этого эволюционного плана стояла задача эволюции человечества. И изначально человека готовили к такому процессу эволюции, дабы человек, свершив и прошедший определенные этапы становления, расширения своего сознания, открытия своих возможностей, достиг такого уровня духовного совершенствования, что мог бы в своем физическом теле, в своем физическом организме, путешествуя дальше, эволюционируя дальше, как материальный сын Творца, Создателя высшего разума, в материальном теле, в совершенном материальном теле войти туда, откуда все вышло, в райскую обитель. И этот план развивался поэтапно, но сейчас, друзья мои, это стало невозможным. Невозможным только потому, что произошли определенные неоднократные потрясения и падения этой планеты. И, конечно же, произошел этап, где человечество загнали в такую кромешную темноту духовного сознания, в такой страх перед Творцом, перед Создателем, страх перед собой, страх перед жизнью. И в данный момент, конечно же, это невозможно. Это невозможно. Невозможно достичь бессмертия на определенном этапе. Но в связи с квантовым скачком и изменением реальности, в которую вступило человечество, годы жизни человека будут продлены, но не настолько, чтобы быть бессмертным. Все равно человек будет оставаться смертным. Все равно будут происходить определенные этапы разрушения физического тела. Почему? Одна из очень серьезных причин – это причина падения, которая вызвала в себе привнесение инопланетной крови в геном человека. И это, конечно же, нарушило ту программу, которая была создана определенными высокоразвитыми инопланетными существами, которые создавали геном человека, зарождая жизнь на этой планете, создавая человека на этой планете. Человек не был создан случайно, каким-то определенным способом. Это был план, это был процесс эволюционный, где благодаря процессам мутации и высшему разуму был создан определенное состояние генома, который из обезьяны сделал человека. И действительно, в человеческом организме 98% генома все-таки это гены животного, и только 2% это человеческие гены, которые делают человека человеком. Но, друзья мои, этот геном не развивался, как я вам говорю, уже многие этапы и века. И вот сейчас только пришло время вам об этом хотя бы узнать. Ведь если вы оглянетесь в прошлое, вы увидите, что вся информация о природе человека, все те тайны о состоянии человека были сокрыты от человека. Человек долгие эпохи и века был в темноте, в страхах, в непонимании и разрушении. Что же нужно, чтобы все-таки стать человеком? Конечно, генная инженерия сейчас шагает вперед, создавая разные тайные лаборатории, где проводят свои определенные мутационные процессы, что-то иногда просачивается, какая-то информация выходит на поверхность, но все-таки большинство информации держится в секрете. Ученые-мужи этой планеты мечтают о том, чтобы все-таки найти процесс бессмертия для человека. Возможно ли это? Нет, друзья мои, говорю вам это с полной ответственностью и уверенностью. Это невозможно. Все, что могут ученые этой планеты, немножко продлить годы жизни, выращивать органы, делать операции, создавать замену органов, но это не бессмертие. И человек все равно приходит время, пусть он 100 лет проживет, 120 лет проживет, но все-таки он покидает это физическое тело, потому что физическое тело не расширило сознание своих возможностей и не включило процесс активного создания новых клеток, процесс
определенной структуризации организма человека, процесс обновления человеческого организма. Ну и, конечно же, глядя на экологию, продукты питания, процесс жизни, который ведет человек. Для обыкновенных людей это в данный момент просто невозможно. При определенных даже имплантациях и замене органов и так далее, это все-таки невозможно. Но что возможно, друзья мои? Я все-таки хочу вас подвести к пониманию того, что бессмертие для вас возможно, но не в физическом теле, не в физическом состоянии. В физическом состоянии, живя на этой планете, проживая в среднем 1000 жизней, которая отведена вам для эволюционного процесса, для того, чтобы вы стали на путь к бессмертию, вам и даны эти 1000 жизней. Но все-таки человеческий организм претерпевает определенную трансформацию, распад. И даже если человек выходит на определенный высокий уровень духовного развития, все равно его физическое, биологическое тело претерпевает трансформацию в свет. То есть происходит распад физических частиц физического организма человека и перерождение в светоносное тело. То есть человек продолжает свою эволюцию, вечную уже жизнь, путь к бессмертию, да и становится бессмертным уже не в физическом теле, оно исчезает, а в светоносном теле, в своих духовных телах, природой, которых являетесь вы каждый имеете свои духовные тела, которые и позволяют вам достичь уровня бессмертия. К сожалению, человек, живя жизнь на этой планете, не особо верит в эти духовные тела, не особо верит в свое астральное, эфирное тело, даже учитывая то, что это уже доказано наукой, современной наукой доказано, все равно мало кто в это верит. Но в этом, друзья, и кроется в данный момент вся тайна и путь к бессмертию. Понимая и осознавая себя не только как физическое тело, а как астральное, ментальное и духовные тела, человек получает возможность стать на путь к бессмертию. Каким образом? Живя здесь, на этой планете, в физическом организме, каждый из вас имеет еще эти тонкие тела. И когда человек это понимает, верит в это и начинает работать над этим, начинает расширять свое сознание, повышать вибрации этих тонких тел, он уже вступил на путь к бессмертию. Ведь оказывается, возможности человека – это состояние жить и вне физического тела. И этому тоже есть доказательства на этой планете. Огромное количество экспериментов, которые привели к тому, что люди умирали и возрождались, и после смерти своей они все видели, помнили, слышали и осознавали все, вернувшись обратно в живое состояние, свой физический организм, биологическое тело, они абсолютно это все рассказывали, все, что с ними происходило, и ученые пришли к выводу того, что существует жизнь и после жизни в физическом организме. И эту жизнь создают именно эти ваши тонкие тела. Друзья мои, путь к бессмертию для вас, для людей, живущих на этой планете, это единственный способ, став на этот путь, развивать свои тонкие тела. Возможно это только при расширении сознания. Чтобы расширить свое сознание, нужно включиться в определенную, очень серьезную работу с собой, работу над собой. И что же нужно? Первый этап пути к бессмертию. Можете записать. Первый этап пути к бессмертию – это осознание себя в этом мире, осознание своих тонких тел в этом мире, осознание и понимание того, что существует жизнь и после этой жизни, и существуют даже другие планеты и миры, где человечество продолжает и в данный момент продолжает путь своей уже бессмертной эволюции, путь раскрытия и расширения своего сознания. И так можно сказать, это тоже будет правильным.
Так вот, первый шаг, друзья мои, это работа над собой. В чем же, что же нужно? Что нужно делать для того, чтобы идти по пути к бессмертию? Осознание мыслей своих, осознание себя в каждую минуту своей жизни. То есть всегда понимать, кто говорит сейчас во мне, что в данную минуту со мной происходит, как я чувствую себя в данную минуту, что я думаю в данную минуту. И если вы довольны собой и понимаете, что внутри вас идет процесс осознания себя, своей жизни, своей реальности и управления своей реальностью, это говорит о том, что вы уже начали развивать свои тонкие духовные тела, которые и откроют вам путь к бессмертию, которые и дадут вам возможность жить вечно. Друзья мои, для того, чтобы понимать и это, работу с этим процессом, вам необходимо также осознавать, как я вам уже как-то в наших передачах говорила, о двойственности своей природы. С одной стороны, человек эго, и сейчас эгоистический ум настолько находится во власти эго, что мало кто из людей осознает себя, то, что он чувствует, свои мысли, мало кто из людей может управлять этим процессом. Но есть и другой процесс вашей природы. Это ваше высшее «Я», это ваше высшее состояние, которое прямо здесь, сейчас, в этом мире, на физическом плане имеет прямую связь с тем единым высшим «Я», находящимся в раю, природой которого является сам Творец-Создатель. Высшее райское «Я» – это природа Творца-Создателя, высшего разума. И каждый из вас внутри себя имеет его частицу, имеет его состояние, имеет его природу. Назовем это сознанием, назовем это сверхсознанием, неважно. Все равно эти слова мало что говорят вам о их истинной природе и предназначении. И когда вы раскрываете свою истинную природу высшего «Я», вы получаете очень серьезный процесс расширения своего сознания. Вы начинаете понимать, что вы не только тело, вы не только эмоции, вы не только мысли. Вы понимаете, что вы – это намного больше, чем ваши мысли, эмоции, чем ваши чувства, чем ваша жизнь. Вы понимаете, что вы являетесь частью всего. Более того, когда вы растете дальше и совершаете великий путь своего восхождения, вы начинаете ощущать в себе все то, что находится в мире, все то, что создано Творцом-Создателем, все то, что вы называете живым. Вы ощущаете себя частью этого мира. Затем, расширяя сознание, вы идете дальше, и вы начинаете осознавать не только весь этот мир и все живое, все состояние жизни на этой планете. Вы начинаете ощущать космическую реальность. Вы начинаете чувствовать, что вы частица всего. Вы то, что есть везде, во всем. Это и есть, друзья мои, первые этапы, первые познания, первое понимание расширенного сознания человека. Правда ли это? Так ли это есть в действительности? Да, друзья мои, это так и есть в действительности. Вы есть все. Вы есть величайшее творение всего. Вы часть того, кто это все создал. Вы представляете? Значит, вы это все и есть. Ведь вы часть того, кто это все создавал, кто управляет всем этим созданным теперь уже процессом, а вы часть этого всего. И притом точная часть, точная копия высшего разума, Творца, Создателя, Вершителя жизни. И раскрывая эту природу в себе, на определенном этапе, живя даже в этом физическом теле, не умирая даже, долго живя, на определенном этапе вы начинаете понимать, что вам уже тесно в этом понимании, вы уже познали
мир, в котором вы живете. Вы видите людей, вы чувствуете все предметы, все состояния, вы уже владеете экстрасенсорными способностями, вы предвидите, предчувствуете ситуации, вы даже начали заботиться уже не только о себе, а в первую очередь о человечестве, о мире, в котором вы живете. Да, вы очень осознанно относитесь и к своему телу, и к своей жизни. Вы стали очень осознанными, и вы уже на пути к бессмертию. Каким будет следующий этап? Более расширенным, и возможности будут более расширенными. Но вы поймете на определенном этапе, что эти возможности на этой планете раскрыть просто невозможно. Никак невозможно. Вы осознаете и получите информацию свыше, так как вы будете частью божественной иерархии, устремленных, восходящих, смертных созданий, которые имеют потенциал к бессмертию. Вы осознаете, что есть еще более высшая жизнь, более высшее состояние, и вы устремитесь к этому более высшему состоянию. Такова природа человека, друзья мои. Покупая ту или другую игрушку, машину, квартиру, дачу, неважно что, поиграв с ней, она очень быстро вам надоедает, и вы хотите что-то другое. Таким образом, вы расширяете свое сознание материального плана. И на определенном этапе, когда вы начинаете духовный рост, духовное восхождение, путь к бессмертию, вы понимаете, что исследовав и познав все на этой планете, вы хотите дальше, вы хотите расширить уровень своих познаний. Ваше сознание выпрыгивает из вашего ума и говорит: я хочу еще, я хочу знать все, абсолютно все, я хочу быть таким, каким меня создал Творец, я хочу быть Творцом. И такие люди устремлены к дальнейшему путешествию, к дальнейшему процессу своей эволюции, к жизни на других, более развитых планетах. Пройдя там этапы эволюции, вы не будете больше умирать. Живя там, вы уже будете бессмертны. Но каждый раз, повышая свои вибрации, раскрывая свои сверхспособности, и там вы будете претерпевать определенные трансформации. Осознанно, без смертного опыта, вы будете уже в состоянии жить вечно. Друзья мои, этот путь настолько велик, настолько многогранен, настолько долгий, что, живя в этом процессе, эволюционируя в этом состоянии, вы осознаете на определенном уровне, что этот путь и есть самое прекрасное, о чем только можно было бы когда-то мечтать. Вы поймете, что этот вечный путь трансформации, путешествий, свершений, величия, становления, познания, расширения возможностей – это самое великое, чем владеет каждый из вас. И раскрывая этот потенциал, эти состояния, эволюционируя в космической реальности, возвращаясь туда, откуда когда-то вышли ваши души, вы осознаете то состояние, которое называете счастьем. Да, друзья мои, жить в этом процессе, идти по пути к бессмертию, жить в бессмертном состоянии, будучи бессмертным, это и есть великое состояние эволюции. Это была моя мечта. Это была, есть и будет моей мечтой. Я желаю только этого. Я желаю даровать вам все для этого процесса. Я желаю научить вас всему, чтобы вы каждый приобрели этот процесс, путь к бессмертию. И я мечтаю встретиться с вами в других, более совершенных мирах, уже как сотрудники, уже как духовные личности, в более совершенном состоянии сознания. Это моя мечта, друзья. И не только мечта, это дыхание моей жизни. Все, чего мне хочется, только этого. Почему? Так все просто, друзья мои. Даровать вам что-то
помощь какую-то, хотя я и это делаю, этого очень мало. Это так приземленно, этого так мало, этого очень мало. Да это быстро проходит. Вы очень быстро наигрываетесь своими игрушками, они становятся вам неинтересны. Но путь к бессмертию, состояние вечной жизни – это величайший путь, который не перестанет вас радовать, который будет расширяться и увеличиваться, который будет в вечном процессе великих масштабных свершений, свершений природы Творца, Создателя. Ну вот, насколько удалось это у меня, настолько я и рассказала вам, конечно же, вкратце этот путь и процесс, но если углубиться и разобрать этот процесс в подробностях, то это, друзья мои, особенно на этой земле, это очень серьезный труд. Это даже не труд, это полная отдача этому процессу бессмертия. Это главная цель человека, это главная миссия человека, это все, что есть у человека. Стать на этот путь, начать эволюционировать в вечном процессе жизни, жить вечно. Да, это дорогого стоит, это самое дорогое, что есть у вас, это возможность. Если у каждого эта возможность, да, эта возможность есть у каждого духовно развивающегося человека. У людей, которые не занимаются духовным развитием, практически этой возможности нет. Я вчера буквально услышала выражение одной своей знакомой. Она сказала, что пути у каждого человека разные. И тут она не ошиблась. Разные пути. И она еще сказала, но все равно все придут к бессмертной жизни, все равно все придут к тому и тому, к одному и тому же, откуда все вышли. А вот и неправда, друзья мои. Она не совсем была права. И я хочу, чтобы вы об этом знали. Я хочу вам об этом сейчас рассказать, чтобы у вас было понимание. Не все придут туда, откуда все вышли. А даже если и они вернутся, все туда, откуда все вышли, в виде частиц, так, друзья мои, можно вернуться в виде частицы бессознательной, а можно вернуться в виде Творца, Создателя, в виде высшего разума, величайшей силы, с величайшими возможностями, величайшим состоянием. Разницу улавливаете? Да, все когда-то вернется в райскую обитель. Конечно же, оттуда все вышло, туда все и вернется. И это прекрасно. Но в качестве чего и кого? Опять-таки, друзья мои, вокруг острова Рай еще находится миллиард совершенных так называемых космических лабораторий, которые, между прочим, тоже участвовали и продолжают участвовать в развитии космоса, в создании космической реальности. И когда-то также туда все тоже вернется. Но это будут уже не райские обители, это совершенно другое состояние жизни и эволюции. Райская обитель в космосе является самой высшей, самой созидательной, самой великой, имеющей безграничные возможности, ровно такие же, как возможности Отца, Творца, Создателя, высшего разума. Так вот, мне хотелось бы сказать о том, что все вернутся туда, откуда все вышло, но в качестве кого? Вот это вопрос. И если человек, испробовав многое, но так и не став на путь эволюционного развития и становления, он, конечно же, вернется туда в виде частиц или какого-то другого вещества, состояния, но не человеком, не сыном и не дочерью Отца-Создателя. Нет, друзья мои. А ведь это в космосе самая великая награда. Иметь это состояние значит иметь самую великую награду для космической реальности. Быть дитям того, кто создал, это самое великое. Вот как ваши дети.
Самое дорогое, что у вас есть, это ваши дети. Вот так и вы в космосе. Самое дорогое. И вы действительно в потенциале являетесь детьми высшего разума. В потенциале. О чем это говорит? А это говорит вот о чем. Это говорит о том, что жизнь ваша в опасности. Вы можете раскрыть этот потенциал и духовно эволюционировать, в райскую обитель, а можете и так и остаться в потенциале. А может этот потенциал и закрытым стать для вас, а может потенциал вернуться туда, откуда вышел, а человек, его тонкие тела, его индивидуальность просто будет рассеяна в космосе на частицы, как материал, как вещество, из которого создадут другие формы жизни. Но самого человека уже не будет никогда, так как он не использовал свой потенциал и не раскрыл своего потенциала. Скажите, сейчас как никогда люди начали об этом задумываться, и огромное количество писем ежедневно к нам приходит. Абсолютно разные вопросы. Многие, конечно же, взывают о помощи. Многие спрашивают, кому сколько осталось жить, друзья мои. Вы знаете, вот для всех хочу сказать, даже если жить осталось мало, это не столь важно. Даже если так, даже если жизнь прожита неправильно, даже если исход жизни тоже очень тяжелый, скажем так, тяжелый, это тоже не важно. Важно, знаете что? Важно стать на путь эволюции, дабы получить возможность исправить эту жизнь. Вот это правильно. А многие люди сейчас живут последние жизни и больше никогда не появятся на этой планете, так как не использовали своего потенциала быть детям Создателя. Да, друзья, все очень непросто по отношению к вам, по отношению к жизни, по отношению к космической реальности. Все очень сложно и очень непросто. Да и вы также являетесь непростыми. Вы очень сложные. Природа ваша очень сложная. С одной стороны, вы великое творение. Вы высший разум, вы творец, вы создатель, вы сила такая безграничная. Вы своим сознанием, расширив его и научившись им управлять, можете создавать жизни. Представляете? Вы чуть-чуть этим и пользуетесь, здесь, живя на этой планете, в этом физическом теле и материальном мире. Вы немножко, понимаете, что да, ваши мысли приходят в жизнь, ваши эмоции создают реальность, притягивают людей с такими же эмоциями, с таким же состоянием. Это вы немножечко уже начали понимать. Но это даже еще не шаг. Это даже не полшага. Это мизер того, что вы можете. И раскрывая этот потенциал, раскрывая этот процесс, в будущем вы осознаете, насколько же велика и многогранна и сложна природа вас самих. Вы знаете, я очень много анализирую и понимаю, что падшие существа, правящие жизнью этой планеты, они специально делают все, чтобы вы об этом ничего не знали. Делают все, чтобы вы были в страхе. Делают все, чтобы человечество было больным, никчемным и разрушало себя и мир вокруг себя. Но, друзья мои, это в прошлом. Пришла новая эпоха, новая эра становления. И, мои хорошие, как бы тяжко не было, что бы еще вам не устроили на этой планете, все равно процесс эволюции, расширения сознания, свершения и раскрытия потенциала человека уже не остановить. Это остановить невозможно. Невозможно. Все равно найдутся те, у кого пробудится воля, кто будет следовать по этому пути, кто не будет продажным деньгам и каким-то ценностям, кто будет действительно следовать к бессмертию. Я готова к вашим вопросам.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы прервемся на минуточку. Тут Наталья Владимировна своей энергией мне транзисторы пожгла некоторые, но я постараюсь быстро все восстановить. Буквально секундочки. 108 секундочек, 2 минутки. Так, продолжаем. Надеюсь, нас слышно. Да, вижу, что слышно. Хорошо. Так, первый вопрос от Анны из Самары спрашивает. Наталья Владимировна, если по задумке Бога человек должен был жить вечно, то как душа эволюционировала и попадала в райскую обитель? А кто вам сказал, что она эволюционировала и попадала в райскую обитель? Пока все души, которые вступили на путь эволюции на этой планете, еще на пути к этой райской обители, еще никого нет в раю с этой планеты. Души развитых людей, вы называли их святыми, они еще также эволюционируют в других, более развитых мирах. И я вам скажу, некоторые только устремлены к центру галактики. А еще есть сектора в космосе, а еще есть миллиард планет Хавоны, где каждая душа пройдет свой опыт становления, эволюцию и раскрытие возможностей. Ведь эти лаборатории Хавоны, они вечной центральной вселенной, они созданы для того, чтобы показать космической реальности создание жизни. То есть эволюция ваша состоит в том, чтобы все выучить, все процессы выучить, которые существуют в космосе. Стать учеными, космическими учеными. Развить свой разум до высшего состояния, такого, как имеет сам Творец-Создатель. И в потенциале у вас у всех есть такие, назовем это программами, духовные программы, которые позволят вам это сделать. Человек не попадает в райскую обитель. В лучшем случае, но тоже не так-то часто, он попадает в миры обители, а это далеко не рай. Миры обители находятся на краю космической реальности. Эта планета еще на краю обительских миров локальной системы, вообще далеко-далеко от райской обители. Поэтому вы просто не все еще знаете. Благодарю. Следующий вопрос из Вильнюса. Рома спрашивает. Наталья Владимировна, когда будет всеобщее воскрешение? Может быть, в это 30-летие?
Да, Роман, конечно же, очередное воскрешение будет в это 30-летие. Да, вы правы. И 1000 лет уже планета ждет этого воскрешения. И в кристаллической решетке Христова сознания есть такая оболочка над планетой сакральная, таятся и хранятся души, которые как раз дожидаются этого воскрешения. Да. Затем, кто будет уходить с этого плана, будут ждать 1000 лет или, может быть, получат возможность еще одного воплощения, одного, может, 2 воплощений на этой планете. Но, как правило, сейчас, вот открою вам еще такой один секрет, почему сейчас так ускорился процесс духовного развития, как никогда, потому что хотят как можно больше душ подготовить к этому эпохальному эволюционному воскрешению, где и продолжится путь к бессмертию. Следующий вопрос. Людмила из Англии. Наталья Владимировна, когда уходит душа, не развивающаяся духовно, и мы просим об еще одном ее воплощении, чтобы она могла стать на путь духовного развития, можно ли знать время ее прихода сюда? Ну, сразу нельзя знать, Людочка, сразу нельзя. Почему? Вот я сразу вижу информацию, потому что идет процесс очищения, переосмысливания жизни, идет процесс там в послесмертном опыте трансформации сознания, идут процессы восстанавливания сознания. В общем, там очень много разных процессов. Но что бы хотелось мне, какую подсказку, помощь, какую хотелось бы оказать, человек должен любить жизнь. Вот даже если он духовно не развивается, но он любит жизнь, он ее не отвергает, он ее любит, и он хотел бы жить. Вот это говорит о том, что может еще получить следующий путь эволюции. Опять-таки, если посеяно зерно, то есть, если вы рассказываете человеку о духовном развитии, да, пусть он сейчас не верит, ведь не верит не он, не верит его эго. Эго не дает возможности в это поверить. А душа человека обязательно в это верит и раскрывается, пусть непонятным способом для самого человека, но это зерно придет время и обязательно прорастет. Ну вот мне хотелось бы сказать, что информацию, которую я вам рассказываю, нужно рассказывать людям. И если они сейчас этого не принимают, значит, не пришло еще их время. Они примут это, и как зерно оно прорастет когда-то. А вы знаете, эти зерна очень быстро прорастают. И знаете, каким образом? Очень просто. Когда человек покидает этот мир, это тело, и понимает, что он не умер, и он все видит, все слышит, все осознает, все помнит, он начинает вспоминать вас, которые говорили и рассказывали, смерти нет, и есть жизнь дальнейшая. Они начинают это понимать, осознавать, и уже начинают предпринимать правильные шаги, уже в послесмертном опыте. В общем, осознают свои заблуждения, понимают, почему они не верили в это, даже очень сожалеют о том, что не верили в духовное развитие и не занимались. И вот это их желание исправить эту ошибку и дает возможности следующему воплощению. Воплощение происходит тогда, когда человек прошел уже всю трансформацию, все осознание, когда его подняли в более высшие миры, более духовной культуры этой планеты. Там он также прошел трансформацию, затем через какой-то период времени ему подбирают семью, и он идет в следующее воплощение. У него еще остались количество жизней для духовного роста и духовного развития. Поэтому, друзья мои, сейте зерна духовности. Придет время, они прорастут. Следующий вопрос. Следующий вопрос Виталий задает, город не написан. Наталья Владимировна, что вы можете сказать по этому вопросу? Если человек просветлен сознанием, то как будет протекать его жизнь в будущем? На что человеку держать ориентир? Ну, Виталий, если, я думаю, человек просветлен, так он уже как бы с ориентиром хорошо ознакомлен.
Ну, вопрос задан, Наталья Владимировна. Ну, в общем-то, да, если человек уже духовно просветленный, то, что вы называете духовным просветлением, хотя есть несколько этапов духовного просветления, есть промежуточные этапы, а есть высший этап духовного просветления, который человек осознает в точности и понимает, что он уже завершает путь эволюции на этой планете и следует в другие более развитые совершенные миры духовной культуры. Но что бы мне хотелось сказать и по этому поводу? Друзья, процесс просветления очень непростой процесс, очень непростой. И, конечно же, человек, достигший этого состояния, уже, ну, скажем так, стал на путь бессмертия, и его уже ждет бессмертие, да. Но вы задали вопрос, а что будет на этой планете для просветленных людей? И я поняла это именно так. Произойдет, друзья мои, так называемое разделение, где духовное сообщество уединится и будет строить свою жизнь, свою реальность на этой планете, а люди в безумии, в злости, в ненависти, в агрессии будут объединяться, они будут, ну, скажем так, друг друга разрушать в этом мире. Таким образом, зло будет само себя и изживать. Злые люди, они останутся без духовно развитых, и уже некому будет их подпитывать божественной энергией, светом души своей, терпением, пониманием. Они очень быстро будут покидать этот мир из-за болезней, катастроф, процессов разрушения планеты. А вот те люди, которые духовно развитые и осознанные, которые идут правильно по этому пути, они будут объединяться. Поэтому напрашивается вывод. Если вы видите в интернете или же в беседе с человеком, который заявляет о себе, что он мастер, но при этом имеет кучу проблем, абсолютно нездоров, отвергает все, и он является только самым хорошим, самым-самым-самым, а все такие и сякие, это говорится о том, что человек еще духовно не просветлен, и он совсем еще не мастер. Он занимается самообманом, ну и, конечно же, обманывая других людей. Духовно развитые люди, первое, о чем они заявляют, это об так называемом духовном объединении, единстве с теми, кто тебя понимает, не возвышаясь над кем-то, а нужно быть равным среди равных, делать все для того, чтобы помочь тем, кто немножко не соответствует нужному состоянию сознания, помочь протянуть руку помощи в любую минуту жизни. И, конечно же, такие люди уже не думают о себе, они думают о родных, о близких, людях, которые их окружают. Да, друзья мои. Ну, наверное, это самое главное качество. И вы знаете, меня так печалит тот факт, что таких людей мало. Мне так печалит, что люди, вступая на путь духовного развития, они начинают гордиться этим. Кто сколько ступеней закончил, кто выше, кто ниже, кто лучше, кто хуже. Друзья мои, у духовно развивающегося, даже еще пока не развитого человека, нет такого состояния, нет такого понимания. Наоборот, появляется желание помочь всем, особенно тем, кто еще немножко до тебя не дотягивает. Ты это понимаешь? И делаешь все в своей жизни, чтобы помочь этому человеку. И ничего взамен не требуешь. Да, друзья, вот это и есть показатель единства. Запомните, друзья мои, это не мои слова, это слова высшего разума. Наша сила с вами в единстве. И, конечно же, я также работаю над этим процессом и стараюсь объединять своих учеников, потому что так легче будет им выжить и построить новый мир, мир света и жизни. Следующий вопрос. Даулет из города Нукус, Узбекистан. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, смогу ли я помочь моей маме, которая ушла из жизни в 44 года, а я буду продолжать жить осознанно и духовно? Да, друзья мои, у вас есть такой приоритет, фишка такая. Когда в семье
Есть духовно развитый человек, остался. Вот кто-то умер, а оставил духовно развитое, развивающееся потомство. И это потомство, эти дети молятся за такие души, за таких мам, за таких отцов. Они могут вымолить им там, ну скажем так, возможность эволюционировать дальше. Во всяком случае, хотя бы облегчить их страдания в послесмертном опыте. Если они претерпевают эти страдания, вы можете помочь. Это так и есть, друзья. Так и есть. А подтверждение этому, сразу вам ссылочку. Есть очень хороший документальный фильм «Я была в гостях у смерти». Посмотрите. Следующий вопрос. Виктор из Днепра спрашивает. А если душе все же хочется поучаствовать в процессе эволюции на Земле, здесь, она может решить задержаться, сколько ей нужно, несмотря на смертность тела? Конечно, может. Ваше право, ваш выбор, конечно, может. А есть такие. Есть те, которые задержались здесь. Вот, например, Афаним Енах. Вот он задержался здесь на очень долгие эпохи и века и работает здесь, на этой планете, хотя имеет возможность посещать и другие более развитые миры. Он первый человек на Земле, как вы уже знаете, который достиг слияния с божественным началом, с настройщиком сознания его называют в Урантии, голос Бога, глашатай Божий называют в курсе чудес, в Библии также, голос Бога внутри меня. Это все одна и та же субстанция, божественное начало, высший разум, высшее состояние внутри вас. Так вот, когда человек достигает слияния, что это значит? Раскрытие высшего разума в себе, даже в физическом теле, и при этом выбирает состояние эволюционировать здесь, на этой планете, он продолжит свою эволюцию, но уже не в качестве человека, а в качестве духовно развитого существа, Бога-человека. И приходит сюда, на эту планету, для того, чтобы помочь человечеству. При этом познает весь физический, материальный опыт, хотя имеет при этом познании более высокие сверхвозможности, сверхспособности. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Люба из Германии спрашивает. Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, как дети формируют жизнь, выбирают родителей, и как можно им помочь в этом, так как пока еще нет деток? Слушайте, вас бессмертие интересует или нет? Что вы мне за вопросы-то такие задаете? Я ж про бессмертие хочу, объяснить хочу, показать вам цель, путь, поставить задание перед вами. Оно и так перед вами стоит. Показать вам это задание. Ну, раз уж о детях, давайте о детях. Когда дети выбирают родителей, идет определенный процесс анализа прошлых воплощений, приобретенного количества опыта души этого будущего человечка, недоработки души, недополученный опыт, недопонятое состояние, отсутствие какого-то опыта вообще. И под этот запрос формируется судьба человека. То, что вы называете судьбой. В эту судьбу входят все задания получения этого опыта. Но в конечном итоге вся эта, ну скажем, весь этот процесс получения опыта должен завершиться все-таки становлением на путь духовного развития. Это главная миссия, главная цель для каждого человека на планете. Во все эпохи, во все века, во всех состояниях. И, конечно же, пройдя, переживя разную многогранность опыта, все-таки в план входит также эволюция души и эволюция сознания, объединение сознания и души как единое состояние, и разума человека как триединое состояние, и дальнейший путь бессмертия. Вот вы часто у меня спрашиваете, скажите о предназначении. Вот ваше предназначение. Получить максимально опыта и стать на путь эволюции. Духовное развитие – это и есть сама эволюция. Может быть, вы не совсем понимаете это слово «духовность»,
Но это и есть эволюция, эволюция вашего сознания. Вот что такое духовный рост. Так вот, детки выбирают родителей для того, чтобы дополучить недополученное. Опять-таки, каким образом? Смотрят на геном, на генофон отца, на генофон матери. Если у ребенку нужна программа жизни, да и он приходит с программой. Ведь живя прошлую жизнь, он ушел с информацией о своих генах. И теперь эта информация при нем осталась. Надо подобрать родителей, у которых есть эти гены. И они становятся в ребенке активными, и ребенок начинает жить. То есть начинает воплощать свой план жизни. Поэтому по геному выбирают родителей. Ну и, конечно же, а если гены, определенная генетика у ребенка, у взрослого человека, у родителей, это говорится о том, что эта генетика тянет за собою и опыт тех же родителей и того же будущего ребенка, который получит этот опыт благодаря опыту родителей. В общем, друзья мои, это такая сложная подборка, которая занимается величайшие математики Серафимы. Вот они занимаются подбором и семьи, и создают, ну не столько создают, а больше всего все-таки внедряют. Они не занимаются созданием плана, созданием очередного плана эволюции, очередной жизни. Занимается душа и тот голос внутри Бога, внутри вас, который вы ищете где-то там, он находится внутри. То есть это Творец, Создатель, это высший разум. Вот он занимается обустройством событий этой вашей жизни, созданием судьбы для человека. Следующий вопрос. Следующий про бессмертие. Людмила из Винницы спрашивает. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, почему душа в первое свое воплощение выбирает именно эту планету? Ведь она очень рискует своим бессмертием. Нет, Людочка, она не очень рискует своим бессмертием. Почему? Потому что, как правило, если душа не развивается много жизней, она и не имеет больше потенциала на развитие, человек каждый раз не дает этого потенциала, она в нераскрытом состоянии все-таки вернется в рай, в райскую обитель. Даже если она попадет под влияние разрушительных сил, которые воруют души, это вы знаете, я как-то вам рассказывала, она все равно поднимет свой потенциал и вернется в райскую обитель. Душа вернется туда, откуда она вышла. Но у вас помимо души есть еще личностное состояние роста, которое вы тоже получаете из райской обители, и индивидуальность, характер, привычки, люблю, не люблю, хочу, не хочу, буду, не буду. Вот это ваша индивидуальность. Вот индивидуальность человека в опасности. Почему же все-таки души повыбирали эту планету? Я изучала когда-то эту тему и теперь хочу поделиться с вами своими наработками. В космосе, друзья мои, очень много разных процессов эволюции душ. Очень-очень многогранное состояние, где души эволюционируют в телах разных существ. Менее развитых, очень развитых, высокоразвитых, среднеразвитых. В общем, в разных состояниях эволюционируют души. В общем, можно сказать так, они начинают свой старт как с самого высшего состояния. Точно так же они могут начать свой старт с самого низшего состояния. И это здесь, на этой планете. Душа начинает самый низкий процесс эволюционного развития. Но, друзья, оказывается, в дальнейшем для Создателя, для высшего разума это будет самый ценнейший и полезнейший опыт. Почему? Да потому что душа начинает свое развитие из примитивных истоков себя. Она раскрывает в себе самое-самое-самое примитивное. Естественно, когда такая душа раскрыта, раскрывается, становится на путь бессмертия, эволюции и возвращается в райскую обитель как совершенное существо, высший разум. Это состояние, эту душу
это существо, вас, достигших рая, можно отправлять в любую часть необитаемого пространства космоса, где только зарождается жизнь или будет зарождаться, и вы умело, как Творец, создадите эту жизнь. Почему? Так опыт же у вас будет. Вы же будете знать все, от самого примитивного до самого высшего райского состояния. Вот в чем ценность выбора такой души, ваших душ. Ценность в том, что вы познаете самое примитивное, самое разрушительное. Вы познаете самые тяжелые трудности, сложности, издевательства, тиранию, боль, болезни, предательство. Где еще такой опыт получишь? Где? Где еще такое есть, как здесь у вас на этой планете? Только здесь. Поэтому ваши души выбирают эволюцию именно этой планеты. Да, вам не просто. Вам не просто убедить себя в том, что есть бессмертие, что есть другие развитые миры, что вы сверхличность, владеющая сверхвозможностями, но в нераскрытом состоянии. Вам сложно в это поверить. Почему? А ваши души еще опыта такого не приобрели. И когда к вам приходят учителя свыше и начинают вас этому учить, рассказывать, они 100% в этом убеждены, потому что они знают, что это действительно так и есть. Вас надо еще в этом убеждать, что это так. Их убеждать уже не надо. Они четко понимают все эти процессы и знают четкий расклад всех этих процессов. Для чего, почему, зачем и что, и чем это закончится. Вот так. А все дело в душах, потенциале душ человеческих. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Ирины из Краснодара. Она очень настойчивая, она написала в чате, написала в Вайбере, написала в WhatsApp, написала в Телеграме. Молодец. Вот такой вопрос. Наталья Владимировна, как избавиться от агрессии, осуждения, зависти и других ужасных качеств для эволюционирования души? И здесь же еще один вопрос, который очень многих волнует. Тут мне уже очень много писали. Как узнать, сколько жизней осталось? Я начну с последнего вопроса. Как узнать? Расширьте свои возможности, расширьте свое сознание, нырните, выучившись и достигая высших вибраций в подсознание, вскройте подсознание, а там четкая цифра, сколько осталось и сколько прожили. То есть эту информацию можно узнать только при наличии, друзья мои, духовного опыта. Регрессивный гипноз я не только не рекомендую, я даже скажу вам о том, что это очень большая опасность для человека. Вот так себе и знаете. Это те, кто это делает, и те, это я для тех говорю, кто на эту провокацию соглашается. Это очень опасно. Это астрал. А в астрал попал, один раз выберешься, а другой раз и нет. Первый вопрос звучал, напомни, Сергей Аркадьевич. Да, ну... Когда вы начинаете понимать, что ваша природа двойственна, и начинаете работать над собой, отслеживая и контролируя свое внутреннее состояние, вы понимаете, если у вас агрессия, депрессия, злость, ненависть, это не вы, это не ваше. И если у вас есть настойчивость, а я вижу, она у вас есть, значит, вы будете это состояние грязное отвергать, так и говорить себе, это не мое, это не я создаю. Это эгоистический ум сейчас создает во мне, пользуясь моим потенциалом энергии, это грязное эгоистическое состояние. Это не мое. Как только вы это отвергли, проявив свою волю, вы тут же почувствуете облегчение. И потом каждый день, каждую минуту нужно контроль, 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 контроль и контроль себя. Это первая рекомендация, первый совет. Еще есть практики, которым я обучаю на курсах по эго, вскрытие природы эго. У нас есть такой курс, который заканчивают мои ученики после базового курса. Они уже могут идти на этот курс.
И я обучаю там методикам. Есть методики по работе над собой и работе с эго, то есть как можно отвергнуть еще эго. Это медитативная работа. И я тоже делюсь опытом с людьми и учу людей этому состоянию. Я желаю вам победить эту сущность в себе. Победите. Вы сможете. Вы сумеете. Я верю в вас. Следующий вопрос. Следующий вопрос, такой, я бы сказал, технический о бессмертии. От Сергея из Ростова-на-Дону. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, что является критерием того, что душа набрала ту критическую массу совершенства, которая является как бы пропуском на пути к бессмертию? Не доходя напротив, как зайти с той стороны. Так. Как понять? Ну, первое. Это, наверное, самое главное, самое основное, это адаптированность человека. Когда душа, человек с душой, не боится никакого опыта, когда в нем отсутствуют определенные страхи, это показатель того, что душа готова эволюционировать дальше. Когда она берется за любую работу здесь на Земле, не стыдится никакой работы, и у нее получается все, и очень хорошо. Это показатель того, что душа уже давно эволюционирует и получила этот опыт. Но этого мало. Еще необходим определенный уровень расширенного сознания, когда душа уже имеет сверхспособности, сверхвозможности, когда человек напрямую беседует со своей душой, когда душа переходит в разряд состояния принятия решений, и уже человек, принимая решение, советуется со своей душой. Когда он слышит свою душу, когда он понимает свою душу, когда он беседует, действительно мысленно беседует со своей душой. И когда он отдает решение в руки, в состояние своей души. Вот это уже показатель. Когда душа приобретает много разрушительного опыта и уже может не воплотиться на этой планете, а есть и такие состояния душ, и уже пережила всякое, но не хочет духовно эволюционировать. Как правило, эта душа может покинуть даже физический организм человека. И человек еще поживет какой-то период времени, но недолгий период времени, но уже покидает этот мир как безумный, как бездушный человек. Люди так и называют этих людей бездушные люди. То есть это люди, которые способны на самое тяжкое состояние и преступление. Вот эти души уже, как правило, не смогут больше воплощаться и не смогут продолжать путь эволюции. Они не верят ни во что, да и они уже и не они. Их разумом управляет эго-сущность, эгоистическое состояние ума, а души зачастую таких людей покидают. Что происходит с душами? Они в нераскрытом состоянии возвращаются туда, откуда они прибыли когда-то, в райскую обитель. Это называется смерть души. Если происходит смерть души, человек больше никогда и нигде, и ни на каком уровне, ни на каком плане не появится. Никогда и нигде. То есть, можно сказать так, на его жизни уже поставлена точка. Да? Идем дальше. Друзья, у нас тут сильнейший ливень, поэтому если будут какие-то помехи или со звуком что-то не так, то это идут очистительные процессы в природе. Алексей из Питера спрашивает, что станет с душой, если человек задумался о ней и о бессмертии на смертном одре? Отразится это как-то на ней? Да, друзья, конечно, отразится. В космосе и духовные существа, которые занимаются развитием этой планеты, они очень бдительны к вашим жизням, они очень внимательны к вашим жизням, и они очень хотят, чтобы вы стали на путь эволюции души.
очень хотят и используют все. И даже если на смертном одре человек вот пришел уже к такому состоянию, но он понял, что он, как говорил Луис Андре в фильме «Но Солар», «Я впустую прожил свою жизнь». Вот когда он это понимает, главное это понять. Тогда он получает еще одну жизнь, еще одно воплощение, а может и не одно, где становится на путь эволюции и развития своей души и уже может эволюционировать дальше. Уже став на путь духовного развития, даже если он где-то что-то не успел, где-то что-то не сумел, чему-то не научился, он все равно получит еще воплощение и продолжит путь своей духовной эволюции. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Ольги. Виноват. Следующий вопрос у нас от Ольги из Угледара. Она спрашивает, почему учителя не объединяются? Нет, Оля, я вам скажу, что они как раз все объединены, да. Все духовно развитые учителя, они все объединяются, это правда. И каждый из них выполняет свой труд, свою работу, свой процесс эволюции. Более того, это одна команда, они не могут не объединяться, они как раз и объединяются. И в будущем как раз вот все их наработки, скажем, аудитория каждого учителя, ученики его, создадут новый мир на этой планете, новую цивилизацию, духовно развитую цивилизацию. Да, именно так. Духовно развитые учителя как раз объединяются. Они знают друг о друге, они знают, какой труд кто выполняет. В принципе, все выполняют одну и ту же миссию — эволюция человечества. В принципе, все ведут курсы, все служат человечеству, думают только о человечестве, о себе никто не думает. И выполняют дружно этот труд. Они друг друга чувствуют на расстоянии, душами своими чувствуют. Есть учителя, которые покинули этот мир, оставив литературу на этой планете. Вот. И всегда, когда такие учителя видят друг друга, ну уже как ушедшими с этого плана, всегда друг о друге знают, где кто находится в послесмертном опыте, какую работу выполняет, когда воплотится в жизнь. Нет, наоборот, я бы сказала, они знают друг о друге все, и как раз они объединяются, и как раз они в своем объединенном состоянии и создадут новый мир. В этот мир будут входить все ученики всех учителей, и учителя в том числе, как правители этого нового общества. Наверное, это громко сказано, правители, как направляющие эту новую цивилизацию, духовную расу человечества. Следующий вопрос. Наташа из Энергодара спрашивает, а что с застрявшими душами происходит? Да по-разному, Анатолия, по-разному происходит. Кто-то продолжает переосмысливать свой эгоизм, кто-то уже и переосмысливать нечего, настолько разрушено состояние, и просто дожидаются завершения квантового скачка, где будет очищено и чистилище, и адское состояние будет очищено. Вообще вся планета будет очищена. Я вам когда-то рассказывала в передаче «Квантовый переход». Поэтому они просто дожидаются в таком бессознательном состоянии дальнейших процессов с ними. И не более того. Планов у них на жизнь нет, у них не было этих планов здесь при жизни, у них нет этих планов и там тоже. Ну, печально, конечно, что такое есть. Все-таки, имея такой потенциал, человек так это все растратил, так бесцельно все это растратил. Жаль, конечно, мне очень жаль. Все-таки статус, тот статус, который имеете вы здесь, живущие, жившие на этой планете, это очень великий статус космоса, очень великий. И все на этой планете специально делается так, чтобы вы о нем не знали, об этом потенциале, и уж тем более, чтобы не раскрывали этот потенциал. Даже тогда, когда вы вроде бы хотите и ищете Творца, Создателя и эволюции, вас ввергают в такие заблуждения, в
такую темноту кромешную, в такое безумие, в такой астрал, что уже вылезть оттуда очень сложно. Да, мои хорошие, я это вижу. Я сама это наблюдаю. Многие люди думают о том, что они духовно развиваются, предлагая регрессивный гипноз, еще какие-то там шаманские штучки. А на самом деле никакое это не развитие, это самозаблуждение. И они это самозаблуждение экспериментируют на людях, и за что и несут ответственность. И это совсем никакая не духовная эволюция. Это совсем не то. Многие люди находятся в заблуждении, хотя думают, что они духовно эволюционируют. Да. Как вы думаете, друзья, теперь я у вас спрошу, что в их сознании, уме создает такое понимание? Понимание того, что они духовно эволюционируют, хотя на самом деле больны в агрессии, в ненависти, в проблемах, в сложностях, в трудностях, в одиночестве, безденежье и та-та-та-та-та-та-та. Но при этом, говорят, мы духовно эволюционируем. Что? Напишите мне ответ там. Я думаю, Сергей Аркадьевич мне его прочитает. Что создает в них такое состояние? Следующий вопрос. Следующий вопрос. Александр, Вятские Поляны. Наталья Владимировна, до сих пор не совсем понятен ответ на вопрос, что такое вибрации? Это вибрации духа, тела или все вместе? Звук — это тоже вибрация. Есть еще частота Шумана. Так что такое вибрация в духовном понимании? Как измерить и для чего? Благодарю. Трясется малютка. Да. Как в фильме Афоня. Переключи меня. Сашенька, мир есть вибрация, ты понимаешь? Мир состоит из волновых вибраций, которые колебаний, да, вот, которые в постоянном движении. Более того, частицы света создают эти волны в колебании. Что такое духовные вибрации? Это длина волны и вибрационное состояние светоносного излучения, более сильного заряда излучения, более сильного движения, более мощного состояния, более активного и проявленного. Вот что такое духовная вибрация. Свет вашей души. Это самая величайшая вибрация. Это то, что создает все живым, наполняет все жизнью. И вы каждый имеете эту вибрацию. Повышать эти вибрации, вот практики я вам даю, где вы повышаете эти вибрации. Но делать это надо очень осторожно. И, конечно же, правильно. И, конечно же, тела свои, тело физическое, ментальное, астральное тоже к этому могут готовить. И готовить и духовные тела. Кстати, когда вы работаете с высокими вибрациями света, повышаются вибрации и ваших духовных тел, что и дает возможности вам стать бессмертным человеком. Потому что именно в них, с высокими вибрациями, вы будете жить в других, более совершенных мирах. Какой прекрасный вопрос. И я очень рада, что вы мне задали этот вопрос. Многие люди, между прочим, этого не понимают. Немножечко посмотрите такое направление, как теория струн, квантовая физика, квантовая динамика. Сейчас ученые чуть-чуть подобрались к пониманию, примитивному пониманию этих вибраций, этого состояния. Они еще не понимают, откуда они. Можно ли этим управлять? Можно. Человек может этим управлять. Человек вообще, если так серьезно разобраться, имеет возможности, способности взаимодействовать со всеми мировыми вибрациями, поэтому может полностью управлять процессом эволюции на планете. Это ваши возможности. Да, друзья мои, это так и есть на самом деле. Просто это все в неразвитом для вас состоянии. Люди не умеют этого делать. Да и слава Богу, что они этого не умеют делать. Понимаете, научить это делать грубого человека, хама, неосознанного, духовно слепого, корыстного, тщеславного, так это все равно, что дать обезьяне автомат. Она перестреляет все, ей все равно.
Сначала надо, друзья, вот вы все стремитесь к хорошей жизни, все вам обещают хорошую жизнь, всякое-всякое. Да не этим надо заниматься. Надо, друзья, повышать вибрации за счет духовного роста и духовной эволюции всего человечества, всех стран. И нужно объединять все страны и единым сознанием духовным эволюционировать на этой планете, украшая жизнь планеты и свою жизнь. Вот это есть счастье. Вот к этому надо планетарно стремиться всем. Но все ли хотят к этому стремиться? Каждый думает о своих карманах, о своей добыче, о себе, что является грубейшим заблуждением, приводящим к деградации, к революции, к деградации человека, где человек получает какие-то игрушки, потом умирает, и на этом точка в жизни. Вибрации – это основа духовной эволюции. Чем выше вибрации, тем выше духовное состояние человека, тем больше прав и возможностей на бессмертие. Благодарю. Следующий вопрос, Виктория, Харьков. Скажите, пожалуйста, может ли близкий человек осознанно взять на себя часть земного опыта души близкого человека на смертном одре, пройдя его после смерти и тем самым помочь душе умершего человека как бы завершить опыт свой? Я поняла. Нет, это невозможно ни при каких обстоятельствах. И вы знаете, я всегда говорю своим ученикам, вот вы же ко мне приходите, у вас же у всех одна цель. Помочь своим детям, своим родным, своим близким и живым, и умершим. Прекрасно. Но сначала себе помогите. Себе. Так и я всегда говорю, вы не можете прожить жизнь за другого человека, даже если он ваш близкий родственник. Не можете, права не имеете, нарушите закон свободы воли, права выбора. И я всегда говорю, запомните, каждый из вас ответит за себя. Да, друзья, космос построен по величайшему уровню справедливости. Поэтому закон справедливости гласит, то, что сеем, то каждый и получаем. И никто не может за нас расплатиться за наши долги. Никто. Это невозможно. Иначе будет нарушен закон великого понимания жизни космоса. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вопрос короткий, и тоже надо коротко ответить. Я помочь человеку. Айсина из города Казань. Несколько раз пыталась войти в осознанный сон и выйти в астрал. Не получилось. Я так понимаю, меня туда просто так не пустят. Что для этого нужно сделать? Нужно стать духовно развитой? Ой, нужно вас в угол поставить, желательно на соль или на гречку, чтобы вы постояли, чтобы поболело и подумали, куда вы ныряете и что вы делаете со своей жизнью. Вы подписываете себе смертный приговор, состояние небытия, и даже сами этого не понимаете. Да, я учу своих учеников осознанно засыпать, осознанно спать, и осознанно просыпаться, и осознанно жить. Но это люди с определенной подготовкой, и они как раз в астрал не ныряют. Они уходят осознанно в те состояния, в те измерения, которые во сне наполняют их энергией. А не так в астрал с бухты-барахты куда-то. А куда уйдет человек, если человек неосознанный? В такое же астральное неосознанное состояние, где такие же неосознанные, как он сам, в таком же безумии. Никогда не делайте этого. Это неправильно. Начинать надо не со сновидений. Начинать надо со своего внутреннего состояния и расширения своего сознания. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Анастасия из Мьянмы.
Негативный опыт, убийца, алкоголик и так далее, всегда выбор человека, сделанный в данной жизни, под воздействием эго или других причин, или это может быть выбор недостающего опыта для души перед воплощением? Ну, Настенька, и так, и так. Понимаете, такие вопросы, как вы мне задаете, их нужно рассматривать точечно по отношению к каждой душе, к каждому человеку. Вот тогда можно сказать, это с этим человеком вот так получилось, и ему был дан для этого этот опыт, с этим по-другому. Есть очень хороший фильм, называется «Облачный атлас». Посмотрите этот фильм. Он непростой, но вот как раз там речь идет о разных инкарнациях. Почему человеческая душа приходит и получает определенный опыт. Есть и книга, тоже называется «Облачный атлас». Следующий вопрос. Следующий вопрос. Анастасия, ее еще один такой вопрос. Только ли человеку с планеты Ур дарована, Урантий в смысле, дарована возможность открыть себя как Бога? У других существ, не людей, на других планетах тоже есть такая возможность? Переключай меня. Опять, Настенька, и да, и нет. Есть цивилизации, которые не имеют такого высочайшего, величайшего потенциала. Есть цивилизации, которые начали также этот путь, процесс эволюции с чуть высшего состояния и даже с чуть низшего состояния. Есть цивилизации, которые изначально созданы совершенными, более развитыми изначально, и также имеют путь, это многогранность, где ни одна планета, ни одна цивилизация, ни один человек, ни одно существо не повторяются в своем эволюционном процессе развития. Почему? Существует так называемый закон свобода воли, право выбора. И каждый вправе выбирать то, что он хочет. Но есть существа, которые особого выбора и не имеют. Но их форма жизни, не с чем сравнить на этой планете эту форму жизни. Они как разумные существа, которые способствуют определенным процессам эволюции планет, существ, локальных систем, галактик и так далее. Они как строительный материал, но разумный. В космосе все разумно. Все вакуум наполнен состоянием частиц разумных. Все разумно. В космосе ничего нет неразумного. Другое дело, какой уровень разума, какой уровень состояния сознания и процесс творения. И все процессы творения разные. В этом и качество творческой силы Творца-Создателя. То есть в этом многообразии, многогранности он проявляет себя как Творца. Не создает все одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Нет, все разное. И вы все разные здесь, на этой планете. Все и одинаковы с одной стороны, но все и разные, благодаря количеству жизней, полученному опыту и эволюции души. Друзья, мы будем заканчивать, уже время пробежало быстро. Задам последний вопрос, такой обобщающий нашу передачу. Сейчас в мире очень много очень богатых людей, которые хотят свое бессмертие получить, как бы искусственным путем. Они уже не особо заморачиваются над телом, они хотят свое сознание перенести, возможно, в некое роботизированное существо, в какого-то робота, в какую-то машину. Многие применяют криогенные сильнейшие заморозки для того, чтобы там через 100 лет воплотиться и продолжать жить в новом уже обществе, которое сможет их, скажем, там вылечить от всех болезней, омолодить и так далее. Это некий тупиковый путь или, возможно, какие-то техногенные варианты все-таки вот добиться какого-то бессмертия, но в виде робота, что ли. И будет ли это тот же человек, и будет это та же жизнь. И будем заканчивать.
Хочется ответить так, как когда-то в фильме «Распутин» ответил Николай II. Какой ужас! Вот по-другому просто и не скажешь. Какое безумие! Если бы мурахи этой планеты управляли душою, управляли сознанием уходящего человека, если бы они создавали или как-то перемещали это, но они так далеки от этого, они никогда к этому не прикоснутся. Этим процессом управляет только высший разум, духовно развитые существа. И когда такие эксперименты проваливаются насквозь, друзья мои, это очередное доказательство того, что человек настолько слаб, настолько немощен, настолько уязвим, он никогда не сможет овладеть этим процессом. Перемещение сознания с одного тела в другое и так далее. Он не сможет этого сделать. А знаете почему? Это может делать только высокоразвитое существо. Вы сможете это делать, но только в том случае, если вы станете Богом на земле. Станьте. И вам не нужны будут реинкарнации. Вы сможете свое сознание перемещать в любую точку космоса, на любое расстояние. Это, кстати, одна из ваших способностей. А если человечество духовно не развито и занимается такими процессами, это просто смешно, не более того. Действительно смешно. Ничего у них не получится. Создать робота, так это ж будет робот. Робот без души – это обезьяна с автоматом. Именно так, друзья. Это заблуждение. Заблуждение, и чревато оно тем, что это приводит человечество к деградации, к самомнению. Это действительно самомнение, которое не дает эволюции, а наоборот создает деградацию на планете. Но такие эксперименты очень скоро закончатся. Пусть еще десяток лет погуляются, пусть еще. Потом будет совершенно другое время, друзья мои, где люди будут знать о том, что да, они велики, они сильны, и их сила в их сознании, в их душе, в их стремлении, в их свершениях, в их доброте, в их любви, в их принятии, в их помощи и заботе друг о друге. Они поймут и осознают, что спастись можно всем. Поодиночке в рай не входят, приходят группами. Поэтому я вам и говорила сегодня, наша сила в единстве. Объединяйтесь, друзья мои, сознаниями, жизнями своими, женитесь, любите друг друга, рожайте детей, создавайте реальность, прекрасную реальность жизни на этой планете. Наслаждайтесь этой жизнью, желайте только добра всем, прощайте всех. Это первый шаг к бессмертию. И никогда об этом не забывайте. Поверить в это, свершить это, значит и стать бессмертным существом, величайшей личностью, которая является Творцом-Создателем. А я благодарю вас за сегодняшнюю передачу. В ближайшее будущее у нас опять будет передачка, где мы также вам раскроем еще другие тайны космоса, космической реальности. Вы всегда мне задаете очень интересные вопросы, и приятно на них отвечать. Но скажу вам, друзья мои, что я так мало вам об этом рассказываю. Мне так хочется намного больше вам открыть и даровать вам. Только я сразу понимаю, что вы этого еще не готовы понять. Для вас и так многое из того, что я говорю, это мифическая сказка, хотя это реальность, а для вас это пока сказка. Вот настолько человечество далеко от познания и осознания истины. Благодарю вас за сегодняшнюю передачу, за то, что были со мной. Дарую вам свою любовь, энергию, понимание, осознание, счастье. Пусть будет у вас, у всех, еще лучше, чем у меня. Благодарю и до новых встреч!